Приветствую, разработчики, на связи Cyberstars Entertainment. С выходом пятой версии игрового движка Unreal Engine в него был добавлен новый вид динамического освещения Lumen, который должен стать основным и заменить устаревшие технологии. О технологии Lumen мы и поговорим в этом видео. Но сперва все по порядку. Существует два основных вида освещения. Первый — это правдивая физически корректная трассировка лучей, что относительно недавно появилась в играх, и она требовательна к производительности. Здесь из пикселей камеры выстреливают лучи и, переотражаясь от поверхности, летят до источника освещения. И второй вид освещения — аппроксимация рейтрейсинга, то есть схожий, но менее затратный метод. У освещения это запекание света в лайтмапы. Туда могут запекаться как и резкие тени от прямого света, так и мягкий переотраженный свет от глобального освещения. Сами тени могут запекаться в Shadow мапы. Light Map — это универсальное определение для всего, что запекается в текстуры. И отражение — это Cube мапы. И более продвинутый метод Screen Space Reflection. Это отдельные технологии, их существует огромное количество. Они гораздо менее затратные по сравнению с рейтрейсингом. Их можно отнести в раздел растеризация. С помощью одной трассировки можно разом реализовать и освещение, и затенение, и отражение, и даже преломление с каустикой. В Unreal Engine 4 использовалось статическое освещение, которое предварительно могло рассчитываться с помощью той же самой трассировки, и затем оно запекается в специальные карты — Light мапы. В четвертом Unreal это называлось Light Mass. Эти карты освещения хранились на жестком диске и просто подгружались на уровень. Это выглядело более-менее, ну и соответственно меньше поедало ресурсы. Можно было использовать динамические источники освещения, но в маленьком количестве. Затем в четвертом Unreal появилась трассировка лучей. Рейтрейсинг. С ним трассировка просчитывается в реальном времени, выглядит более реалистично, потому что использует физическую модель поведения света из реальной жизни. Также есть более продвинутая трассировка лучей. Это Path Tracing. Множественные переотражения. Здесь уже в зеркальных поверхностях могут отражаться другие зеркальные поверхности. Но у трассировки лучей есть один минус. Она очень ресурсозатратна и для высокой производительности требует аппаратное ускорение. И что таким образом мы имеем? Рейтрейсинг правдоподобный, но ресурсоемкий, а методики растеризации, такие как Lightmap, гораздо производительней, но они не способны работать в реальном времени. И требовалось что-то среднее между трассировкой и растеризацией. В Unreal Engine 4.6 был добавлен VXGI – воксельное глобальное освещение, которое использовало трассировку конусов. Окружение разбивалось на вокселе с помощью упрощенной трассировки. Затем цвета усреднялись и получались пятна света. В общем, это такая менее точная трассировка лучей, где вместо пиксельных лучей посылались конусы. Подобные технологии можно отнести к гибридным методикам освещения. Гибридные, потому что могут использовать и трассировку, и запекание. Все эти технологии мы уже подробно разбирали. Советую вам посмотреть уроки про рендеринг. Ссылки на них я оставлю в описании. И вот в Unreal Engine 5 появился новый вид освещения — Lumen. Это общее название для системы освещения в движке. Это динамическое глобальное освещение и отражение. По сути, это урезанная трассировка лучей, которая не требует аппаратного ускорения по типу RTX. С Lumen мы получаем более-менее физически корректный свет, приближенный к нормальному рейтрейсингу, но при этом который не сильно пожирает ресурсы. Такой компромисс. Но при этом мы можем подключить и полноценную трассировку лучей, если позволяет видеокарта, конечно. Таким образом, получается, что в пятом Unreal есть два вида трассировки. Это аппаратная, хардварная, программная, софтварная, которая требует от видеокарты поддержку соответствующих API. Ну и также остался третий устаревший вид освещения. Это Cube мапы, Light мапы и методики Screen Space. Поддержка трассировки драйверами начинается с видеокарт NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ и более старшей модели на архитектуре Pascal. И уже аппаратная поддержка, то есть хардварная, начинается у видеокарт NVIDIA RTX серии на архитектуре Turing. У видеокарт компании AMD аппаратная поддержка начинается с видеокарт RX 6000 серии на архитектуре RDNA 2. И также доступна для младших моделей с обновлением драйверов. Lumen работает с любой системой, которая поддерживает Shader Model 5. Вот характеристики моего компьютера, на котором я буду запускать Lumen. Итак, переместимся в редактор Unreal Engine 5. Здесь я создал новую карту, уровень, и добавил на уровень Landscape и простое помещение. И как вы поняли, здесь темно, потому что отсутствует освещение. В пятом Unreal Lumen работает по умолчанию. Достаточно просто добавить источник света на сцену. Lumen поддерживает все источники света. Находятся они Create, Lights,
Также мы их можем добавить через панель Place Actors. Добавить в редактор мы ее можем через меню Window, Place Actors. И теперь для удобства сделаем эту панель выезжающей. Правая кнопка мыши по вкладке Move to Sidebar. Переходим в раздел Lights и перенесем на сцену Directional Light. Это направленный солнечный свет. Вот, просто разворачивая его, мы как бы меняем время суток. Если сделать так, чтобы он светил прямо, то он не будет отбрасывать тени, потому что его лучи идут перпендикулярно поверхности ландшафта. И вот мы можем наблюдать, как работает люмин. Свет отскакивает от поверхностей и заливает пятнами света пространство вокруг. Глобальное освещение — это и есть переотраженный свет. За это отвечает Lumin Global Illumination, который заменяет Screen Space Global Illumination. Метод Screen Space работает только с тем, что попадает в пространство экрана. Развернем направленный солнечный свет, чтобы он падал на стены под углом. Тогда мы получим больше световых отскоков. Как можем наблюдать, свет распределяется в виде пятен. Такой свет полностью динамический, он хранится в кэше и не требует карт освещения. На данный момент он рассчитывается не так быстро, и в некоторых местах можно наблюдать артефакты, такие как шум, рябь и размазывание света. Этот эффект схож, если посмотреть на лампу и потом отвести взгляд. Сейчас отчетливо видно, как свет переотражается от стен. Это отрабатывает динамическое глобальное освещение. При глобальном освещении свет также может переносить свет той поверхности, от которой отразился. Это еще называют рефлекс. При статических картах освещения такого эффекта тоже можно достигнуть с помощью пререндера, но тут уже при каких-то изменениях на сцене ничего не изменится. Если опустить камеру, то в помещении начнет темнеть. Это все из-за автоматической экспозиции, то есть световая адаптация глаз. Это пост-эффект. Отключим ее во View Mode. И теперь яркость света остается неизменной. Верну автоэкспозицию обратно. И как я говорил, люмин работает со всеми типами источников освещения. Point Light – точечное освещение, которое распространяется во всех направлениях. Когда работает люмин, то статический свет отключен, и все световые карты Light-мапы скрыты. Чтобы источник света работал с люмин, он должен стоять stationary или movable. Со static тени не работают. И также в настройках света находятся основные настройки освещения. Intensity – интенсивность или яркость освещения. Attenuation Radius – это радиус освещения. Spotlight – это направленный свет, как от фар или прожектора. Сейчас отчетливо видно, если посветить на стену, то свет переотражается на другие поверхности. Это отрабатывает динамическое глобальное освещение. Rect Light – плоский свет. Что-то наподобие панели освещения. Очень хорошо подходит для имитации освещения из окна или софтбокса. Как видите, свет светит вниз и, отражаясь от пола, заливает светом потолок и также стены. Чтобы использовать Skylight, на сцену нужно добавить Sky Sphere. Теперь уберем солнечный свет. И добавим Skylight. Skylight освещает только с помощью глобального освещения, поэтому между ними можно провести параллель. Вот так он выглядит. И при динамическом глобальном освещении нужда в использовании Ambient Occlusion пропадает. Ambient Occlusion, я напомню, это самозатенение углов или стыков. Это отдельный подвид глобального освещения.
Вернемся к Skylight. Skylight — это объемный мягкий свет. Он светит в центр со всех сторон. Собственно, за счет Skysphere. Выделим ее и нажмем F. Сфокусировавшись на ней, мы видим, что это полая сфера с текстурой неба, которая освещает объемным светом то, что находится внутри этой сферы. Вот поменяем сверху справа скорость камеры и вернемся обратно внутрь этой сферы. Если хотите отдельно посмотреть каждый источник света или метод освещения, то нажимаем Show. Можем отключить конкретный источник света или вид освещения. И если отключить Global Illumination, то пропадает весь свет. Мы это также можем сделать в Lighting Features, отключив Lumen Global Illumination. Чтобы понять, как работает Global Illumination, можем вновь добавить направленный солнечный свет на сцену. Помним, при сдвигании этой стенки, свет, попадая в эту комнату, переотражался и заливал внутреннее пространство. Теперь отключаем Global Illumination. И как видим, сдвигая стенку, у нас остаются просто резкие тени, без всяких переотражений. И направленный свет также можем отключить, убрав галочку Dynamic Shadows. Тип освещения и настройки находятся в Settings, Project Settings, Rendering. Находим вкладку Global Illumination. Здесь у нас стоит Lumen. Можем также выбрать старый метод Screen Space или Ray Tracing, помечен как Deprecated, что означает устаревший. Но чтобы работать с Ray Tracing, нужно поставить соответствующую галочку, и также лучше иметь аппаратное ускорение. Выберем Screen Space и посмотрим, как выглядит. Да, и при выборе системы освещения Lumen не нужно перезагружать движок, ведь это динамический вид освещения. Если выбрать None, то никакого динамического глобального освещения не будет. Дальше ниже во вкладке Lumen мы можем включить поддержку трассировкой. Если у вас на борту имеется аппаратная трассировка лучей, например, видеокарта RTX, то отметив здесь галочку, Lumen будет использовать RTX ядра. Сейчас эта опция недоступна, потому что проект не поддерживает трассировку лучей. Ниже находятся настройки Hardware Ray Tracing, аппаратная трассировка. Если мы поставим галочки Support Hardware Ray Tracing, это поддержка трассировки с аппаратным ускорением. Конечно же, если такая имеется. Также можем отметить галочку Ray Tracing Shadows, тени с трассировкой лучей. Нам потребуется перезагрузить движок. Аппаратная трассировка работает только с прокси-сеткой. И вот, после очень длительной компиляции шейдеров, мы можем использовать аппаратную трассировку лучей. И теперь нам стала доступна галочка Use Hardware Ray Tracing when available. Поставим ее и выберем метод освещения Ray Traced. Но моя GTX 1060 не поддерживает ее, поэтому результат получается такой. Возвращаем все как было. Идем дальше. Software Ray Tracing Mode мы можем выбрать вид программной трассировки. Detail Tracing. Это Mesh Distance Fields трассировка с наивысшим качеством, соответственно с более высокой ценой производительности. И Global Tracing. Это Global Distance Field трассировка с пониженным качеством для максимально быстрой трассировки. Ниже мы можем отключить новые Virtual Shadow Maps. Это тени нового поколения, которые были добавлены в 5-й Unreal. Далее идут настройки софтварного рейтрейсинга. Генерировать Mesh Distance Fields. Distance Fields — это такие карты глубины. Они помогают понять рендеру расстояние до объектов на сцене. Таким образом можно использовать трассировку только в тех местах, где Distance Fields обнаружил объекты перед камерой. Distant Field Voxel Density — это плотность тех самых вокселей, про которые я рассказывал в начале видео. Далее, если отсутствует галочка Allow Static Lighting, мы убираем статическое освещение, тем самым освобождая место в G-буфере. G-буфер — это такие текстуры, используемые для сохранения освещения, которые используются в последнем проходе рендеринга, то есть отложенный рендеринг. Чтобы визуализировать люмен во вьюпорте, в Show выбираем раздел Visualize, и здесь есть визуализации люмен, например, Global Illumination. Таким способом можно определить, используется ли на сцене люмен глобальное освещение.
Lumen также поддерживает Emissive Material. Это такой материал, который способен излучать свет. В контент-браузере создам новый материал. Сразу же открою его. Здесь нам потребуется Emissive Color. Присоединю к этому входу константу. И в ее настройках слева впишу единицу. Соответственно, если поставить 0.3 или 0.1, то свечение будет тусклей. Поставлю 10. Сверху жмем Apply. Переместимся вовнутрь нашего помещения. Здесь создам куб. И перенесу на него ранее созданный материал. Как видите, он светит довольно-таки ярко. Поменяем Emissive Color на единицу. Создадим сферу. И как видим, она отбрасывает очень мягкую тень. В Emissive Color также можем работать с альфа-каналом. Открою наш материал и выберу из стартер-контента в папке с текстурами подходящую текстуру. Присоединяем. Вот так это выглядит. Поскольку на данный момент движок в раннем доступе, наблюдаются артефакты. Можем попробовать какой-нибудь другой материал. Например, такой, а на стену какой-нибудь отражающий. Lumen хорошо работает с Nanite, поддерживает карты нормалей и пока что не работает с прозрачным материалом. Верну все обратно с помощью Ctrl-Z. Теперь посмотрим на отражение. Возьмем Preview Mesh. И во viewport выберем View Mode Reflections. Здесь также отражается все, что не попадает в поле зрения камеры. Такой же эффект, как и с Ray Tracing. Отражения Lumen стоят по умолчанию. Вот опускаем камеру, и Preview Mesh не исчезает. Правда, исчезают переотражения. Настраиваюсь отражение также в Project Settings. Reflections. Выберем Screen Space. И отражается только то, что попадает в поле зрения камеры. Эта технология отражений очень часто используется в играх. Если выбрать None, то остается просто Cube Map, в котором запечен только горизонт. Reflection Capture Resolution – разрешение отражений. Чем выше это значение, тем больше разрешение у того, что отражается. Поставим 16. Здесь разницу можно заметить только вооруженным глазом. Далее, здесь мы можем уменьшить смешивание карт освещения на гладких поверхностях. И также активировать отражение для Planar Reflections. Это более реалистичное отражение для плоских поверхностей. Находится этот компонент в эффектах. Сдвинем стену.
И в переотражениях отчетливо видно свет в низком разрешении. Lumen также использует методики Screen Space и уже затем трассировку для более точных расчетов. Так, что касается FPS. При включенном Lumen глобальном освещении и с Lumen отражениями выдает 45 FPS. Без Lumen, то есть с Screen Space Global Illumination и Screen Space Reflection 56 FPS, и если отключить Virtual Shadow Maps, то получается 72 FPS. Lumen работает на пресете настроек High. Lumen отражения также поддерживают материал Clear Code. Еще мы можем использовать освещение Lumen в зонах постпроцесса, он же постпроцесс Volume. Это такие области, при попадании в которые накладывается пострендеринг или меняется метод основного рендеринга. Вернем обратно ViewMode на Lid, создадим постпроцесс Volume. Раздел Volumes. Volumes — это такие объемы. Вот он. Сделаем его побольше. И теперь настроим. Переходим в панель Details, это его настройки. Тут большой перечень различных постпроцессов. Здесь вкладка Global Illumination. Можем поменять метод, например, на Screen Space. И теперь смотрите. Влетая камерой в этот объем, глобальное освещение меняется на Screen Space. Final Gather Quality увеличивает качество Lumen Global Illumination и снижает шум при рендеринге, соответственно увеличивает затраты графического процессора. Выставлю обратно метод Lumen. Ниже идут дополнительные настройки. И также здесь есть настройки отражений. Возьмем Screen Space. Постпроцесс Volume, он же пострендеринг, хорошо использовать для оптимизации графики. Например, на всей карте освещение более производительное, упрощенное, а в каких-то помещениях, где много зеркальных поверхностей или есть вода, можно поставить эти волюмы и в них использовать более дорогой свет. Если вам интересна тематика разработки игр, то присоединяйтесь к нашему комьюнити в социальных сетях или присоединяйтесь к Discord-серверу. Также нас можно поддержать на Patreon. Все необходимые ссылки, как всегда, в описании. А у меня все, и до скорого.